Учебник медитации, часть 20. Суть медитации. В западном обществе, да и на Востоке тоже, имеется множество мифов и иллюзий в отношении того, что же такое медитация, и для чего она нужна на самом деле. Многие полагают, что медитация – это нечто почти непостижимое и невыразимое. Еще больше людей воспринимают медитацию как некое приятное времяпрепровождение, позволяющее расслабиться и отдохнуть. Такие точки зрения обусловлены нагромождениями поверхностных оценочных суждений поколений тех людей, которые не стали разбираться в сути этой весьма простой психотехники. Как уже было сказано в третьей части учебника, именно психотехника самадхи, шаматха есть то, что подразумевается под термином медитация на Западе. До XIX века ни в одном западном языке так и не сформировалась лексема для обозначения такой психотехники из-за ее невостребованности, и в результате крайне неудачный латинский термин «медитатия», означающий «размышление», был выбран по принципу «лучшее из худшего» теми западными лингвистами и востоковедами, которые не разобрались в сути этой психотехники. Частично это было обусловлено тем, что и на Востоке эта простая психотехника, преподанная Патанджали и Буддой, в массовом сознании за последние тысячелетия также покрылась многочисленными наслоениями искажений ее изначальной сути. Абсолютное большинство из тысяч настоятелей буддийских общин и монастырей за последние 2500 лет не достигали сознания Будды, сверхсознания, оставаясь на уровне развития обыденного ума манаса. Такие религиозные функционеры и проповедники не могли не выхолащивать учение Будды, постепенно низводя его до своего, в том числе и до социально приемлемого, уровня понимания путем написания как многочисленных комментариев к уже существующим текстам, так и новых разъясняющих текстов, которые, правда, иногда напускали еще больше туману. Например, как в случае с трактатом Висудхимагга Буддхакхоши. Одновременно с этим восприятие некоторых ключевых терминов из учения Будды, таких как самадха, шаматха, випассана, випашьяна, витака, витарка, вичара и других, также постепенно искажалось, частично или полностью утрачивая те их значения и смыслы, которые вкладывались в них во времена Будды. В результате появилось множество текстов, в которых суть простой психотехники самадхи, шаматха, самадха-бхавана, ключевого метода учения Будды, пытаются иносказательно выдавать за некие новые многословные откровения вроде осознавания природы ума, раскрытия сознания и тому подобное. А меж тем собственно технологическое, смотрите видео «Зачем нужен буддизм» и «Как прекратить страдания» или «Технология просветления». Суть психотехники шаматха очень простая, и сводится она к многочасовому удерживанию безмыслия, однонаправленности, собранного, ясного ума. Многие смешивают методику психотехники медитации с возникающими в результате ее практики различными эффектами и результатами. Но психотехника самадхи, шаматха – это не эмоциональные переживания и даже не инсайты. Необходимо четко различать, что собственно следует делать медитатору во время практики этой ключевой психотехники йоги и буддизма, а что может возникать в качестве ее естественных прямых результатов и побочных эффектов. И это не считая тех всевозможных проявлений, которые могут иметь место из-за ошибочного понимания метода самадхи, шаматхи. Для понимания сути этой психотехники в том ее виде, в котором она была преподана Патанджали и Буддой, нет необходимости изучать сотни текстов. Достаточно всего лишь достоверного описания методики применения психотехники медитации самадхи, шаматха. У этой психотехники два ключевых момента: отсутствие отвлечений ума, смотрите 12-ю часть, и в первую очередь это относится к удерживанию состояния безмыслия, и собранность, ясность ума, то есть отсутствие утопания ума, смотрите 13-ю часть. И это все. Остальное – это либо необязательные предварительные упражнения для практики медитации, либо ее результаты и их проявления. Например, восторг пити в первой джхане из-за переполнения энергией, накапливающейся в процессе практики медитации самадхи, шаматха. Патанджали обозначил суть йоги фразой «чита-врити ниродха» на санскрите, означающей обуздание, ниродха – волнений, врити – на зеркале ума, чита. Эта фраза передает также и суть буддийских тхьян, джхан с их последовательным обуздыванием все более и более тонких ментальных волнений при сохранении ясной собранности ума. Также Патанджали указал дополнительные свойства йоговского самадхи в сутре 1.30 Йога-сутр.
Нередко встречающаяся в различных текстах подмена медитации возвышенными размышлениями и эмоциональными переживаниями. Это игры ума тех, кто не захотел изучить суть психотехники самадхи шаматха, или кому не дали такой возможности из-за нагромождения сотен текстов и комментариев к ним, которые нередко писались теоретиками, не поднимавшимися выше уровня обыденного ума манаса в своем развитии. Также имеется большое количество текстов самых разных авторов с расплывчатыми описаниями методики медитации вместо буквального описания ее довольно простой технологической сути. Такие тексты могут быть эстетически приятными, красивыми, но при этом передающими суть данной психотехники в настолько завуалированной форме, что ее очень сложно понять правильно. Медитация – это психотехника самадхи, шаматха, которая ведет кратчайшим и самым быстрым путем к развитию сверхсознания, то есть новых сверхпроницательных и сверхмощных когнитивных инструментов. Происходит это за счет естественного энергетического эффекта медитации при условии тщательного соблюдения ее методики. Но для этого требуется много лет ежедневной многочасовой подлинной практики этой психотехники. Сверхпроницательные когнитивные инструменты – это виджнинамая коша, будхи, универсальная способность восприятия и считывания, ясновидения и прочее, любой информации. Сверхмощные – это анандамая коша, самбхагакая, универсальная способность воздействия, телепортация и прочее, на окружающий мир. Все эти инструменты относятся к сверхспособностям ситхи. Они постепенно появляются после достижения четвертой джханы, дхьяны буддизма, то есть архатства. Пребывание в ней сопровождается практически полной естественной остановкой физического дыхания из-за его замещения активизирующимся в состоянии подлинной медитации праническим дыханием. Далее будут приводиться краткие описания тех аспектов практики медитации, которые подробно были изложены в предыдущих частях данного учебника, но с некоторыми дополнительными подробностями. Без соблюдения нравственных предписаний и этических норм, смотрите четвертую часть, включая и эхо прошлых событий, прогресс в практике медитации объективно невозможен. Утечки энергии из-за неправедного поведения и соответствующих кармических воздаяний, и это не считая проклятий, так и не позволит достичь хоть сколько-нибудь значимой энергетической накачки, смотрите 16-ю часть, еще на начальном этапе практики, когда только зажигаемое пламя свечи, свет сознания, легко гасится любыми случайными сторонними дуновениями. И это не считая отвращения к практикам саморазвития, в первую очередь возникающего из-за негативной кармы, то есть короткого замыкания собственной энергетики. Вегетарианская диета для медитатора не является обязательной, если натренированная продолжительность медитации самадхи шаматха еще не превышает как минимум полчаса. Возможно, что после достижения первой джханы для дальнейшего улучшения качества медитации вегетарианская диета будет крайне желательной. Подробнее вопрос диеты медитатора рассматривается в 5-й части. Поза лотоса для медитации не обязательна и даже не нужна. Совсем. Она нужна для инстаграма АСМР-рекламы йога-тичерам и прочим представителям йога-биза и нью-эйджа в качестве хоть какого-то около-йоговского внешнего достижения, которым можно впечатлять клиентов. Сказки о важности позы лотоса не выдерживают проверки научным способом посредством анализа соотношений электрических ритмов мозга. Состояние медитации у опытного медитатора появляется во время практики вне зависимости от того или иного положения ног. А поза лотоса не способна обеспечить вхождение в состояние медитации, если такой гимнаст не умеет медитировать. Медитация целиком и полностью происходит в сознании медитатора. Хатха-йога возникла в результате маскировки силовой подготовки, калистеники, боевых отрядов ЧВК средневековых акхар, квазимонашеских орденов, под видом религиозных практик. Изменение отношения к асанам у индусов в 1920-1930-е годы в немалой степени произошло по политическим причинам, сходным с появлением капоэйры в Бразилии, из-за усилий Рагхавендры Свами и других лидеров индийского национально-освободительного движения. Подробнее обо всем этом рассказано в видеоцикле «История хатха-йоги на самом деле», а также в 6-й части данного учебника. Кстати, в 2004 году, возможно первым в СНГ, я получил индивидуальную саньяса-дикшу у Самнатха Гириджи Махамандалешвара, одного из председателей индуистской монашеской линии Шри Панчдаш Намджуна Акхара. Для медитации подходит любая удобная поза. Оптимальное – любое положение сидя.
Например, сиддхасана, полулотос, сукхасана, бирманская поза, поза по-турецки, или даже сидячее положение на стуле. Медитация может практиковаться, особенно на начальном этапе, стоя, сидя, лежа и при ходьбе, и Будда прямо говорит об этом в Махасатипатхана Сутте, Дикха Никая, 22, и Сатипатхана Сутте, Маджхима Никая, 10. В контексте позы для практики самадхи в йога-сутрах говорится только о том, что такая поза должна быть удобной и комфортной. И даже эта сутра 2.46, Стхира Сукхам Асанам, по мнению индолога Андрея Григорьевича Сафронова, была добавлена в йога-сутры позднее одним из редакторов-переписчиков из текста классической Сангхи Сангхи Пракашика Сутра, она же Сангхи Даршана 3.34 авторства Капилы, или 22.12 в альтернативной версии здесь. Дыхательные упражнения, или пранаяма, в контексте медитации практически не использовались. Упоминание пранаямы в йога-сутрах без подробностей и без описаний каких-либо конкретных дыхательных упражнений, вполне возможно, относится к поздним вставкам и редактированиям текста. В буддизме дыхательные упражнения ограничиваются иногда рекомендуемыми разновидностями пранаямы анулома-вилома, попеременное дыхание через ноздри, что позволяет до некоторой степени успокоить ум перед сеансом медитации. Гипервентиляция легких вредна для физического и психического здоровья, подробнее смотрите 9 часть. В контексте пратихары, упоминаемой вскользь в йога-сутрах, можно отметить, что распространенные советы вроде «отстраняться от всех ощущений во время медитации» неэффективны, поскольку ум устроен так, что он может только заниматься чем-то, а не пытаться не заниматься тем-то или тем-то. Если сказать кому-то «только не думай о белой обезьяне», то, скорее всего, он теперь будет именно о ней вспоминать, хотя до этого о ней и не думал. Следует не отстраняться от всех ощущений вроде звуковых, световых, тактильных и обонятельных, а обращать свой ум на удерживание состояния ясного собранного безмыслия. Если у начинающего медитатора нет особых проблем с сосредоточением вроде СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и если он способен сосредоточиваться на какой-либо одной задаче вроде чтения любого, даже не очень интересного, текста в течение хотя бы нескольких минут подряд, то нет смысла городить огород из отдельной практики дхараны, месяцами или даже годами занимаясь отдельными упражнениями по сосредоточению концентрации, так и не переходя за это время к собственно практике медитации самадхи, шаматха, к которой человек на самом деле уже готов. В то же время наличие СДВГ даже в слабо проявленном виде существенно затрудняет практику медитации еще на ее начальном этапе, не позволяя достигать хоть сколько-нибудь значительных успехов в течение многих месяцев или даже лет. Некоторые буддийские мастера рекомендуют на начальном этапе практики медитации не препятствовать потоку мыслей и не пытаться подавлять их. На самом деле эффективность такого подхода крайне низкая. Его вынужденно рекомендуют из-за весьма распространенной среди современных людей весьма заметной ослабленности и фрагментированности ума. Речь здесь не о медицинском слабоумии, деменции, полной противоположности результата правильной медитации, но тем не менее, неспособность многих людей сосредотачиваться на одной задаче дольше нескольких минут подряд создает проблемы на начальном этапе практики медитации, и не только. Особенно это относится к тем, кто подвергает себя постоянным отвлечениям ума из-за телевидения, соцсетей и мессенджеров. Подобная распространенная ослабленность и фрагментированность ума в принципе не позволяет остановить поток мыслей даже на всего лишь несколько секунд, и потому требование останавливать поток мыслей хотя бы на несколько минут, не говоря уже о требуемых шаматхинских 3 часах, для обеспечения состояния однонаправленности ума для таких людей совершенно невыполнимо так же, как и попытки заставлять подтянуться 12 раз того, кто чисто физически не может даже просто провисеть на турнике дольше десятка секунд. Если человек способен хотя бы немного контролировать свой ум волевыми усилиями, то самый эффективный и самый быстрый способ натренирования состояния самадхи, это именно регулярное волевое подавление потока мыслей во время практики медитации всякий раз, когда медитатор в очередной раз замечает их появление. Даже если максимальные периоды безмыслия пока что не превышают всего нескольких секунд. Кто-то может считать, что удерживание состояния безмыслия – это якобы тоже определенная мысль, и из-за этого нужный эффект медитации якобы не достигается.
В действительности же удерживание состояния безмыслия – это не мысль, а более тонкие проявления волевых усилий, которые в современном буддизме Махаяны называются смрити, памятование, и сампраджнята, бдительное осознавание. В раннем буддизме для этого использовались термины витарка, витака на пали и вичара, но со временем их дрейфующие значения были искажены до размышления. Поначалу эти весьма тонкие усилия имеют место во время натренирования шаматхи, но после достижения первой джханы, тхьяны исчезают даже они, так как удерживание состояния самадхи, шамадхи становится естественным процессом при продолжении практики. Второе требование психотехники самадхи шамадха – это соблюдение собранности ума. Подробнее смотрите 13-ю часть. У тех, кто не изучал теорию этой психотехники целенаправленно, ограничившись только общими, вроде нью-эйджевских, расплывчатыми формулировками о сути медитации, утопание ума, в виде недостаточной собранности ясного ума, имеет место еще с самого начала попытки медитировать, и потому состояние медитации при этом обычно не достигается вовсе. У остальных утопание ума наступает через некоторое время после начала сеанса медитации при постепенном ослаблении волевого контроля. Особенно наглядно недостаточная собранность ума распознается при использовании нейрогарнитуры или электроэнцефалографа, смотрите 15-ю часть. Многие отмечают, что именно нейрогарнитура заставляет прилагать некое дополнительное волевое усилие для достижения высоких уровней значений параметра медитация, отображаемых в приложении. Также нейрогарнитура легко распознает и отвлечение ума. Для достижения цели учений Патанджали и Будды, развития сверхсознания в результате появления новых когнитивных инструментов, необходимо поначалу довести продолжительность подлинной медитации самадхи шамадха до 3 часов и дольше, а затем практиковать такую многочасовую медитацию ежедневно. В результате накапливающегося в процессе практики медитации энергетического эффекта, приводящего к развитию новых когнитивных инструментов, и будет достигнута цель йоги и буддизма. У кого-то из святых на это ушло всего полгода, а у кого-то 12 лет и дольше. При перерыве в практике медитации всего на пару недель энергетическая накачка, смотрите 16-ю часть, обнуляется, и тогда медитатору придется начинать ее заново. Многолетние уединенные ретриты необходимы в том числе и по этой причине. Цель медитации с точки зрения Патанджали и Будды – это не успокоение ума и не ментальное расслабление, а прекращение страданий в реинкарнационном круговороте сансары в этом мире в результате достижения сверхсознания. Смотрите видео «Зачем нужен буддизм» и «Как прекратить страдания» или «Технология просветления» и выхода на новые онтологические уровни. Как уже было сказано в 19-й части, наш мир – это Бхулока, на санскрите, согласно писаниям индуизма. Это низшие 7 райских миров, помимо которых есть еще и 7 адских, а перевоплощение каждой души возможно в любом из миров в зависимости от текущего уровня ее развития и кармы, обеспечивающей разброс в обе стороны от этого уровня. Да, несмотря на временную отсрочку, абсолютно любые действия и мотивы имеют свои неизбежные воздаяния, и в долгосрочной перспективе никакое чудо не поможет их избежать. Весь круговорот сансары держится на невежестве и карме. После этого абзаца будет приведена цитата с перечислением занятий и практик, которые не являются медитацией, из 5 главы моего перевода брошюры «Наука медитации» индийца по имени Прем Нирмал из Мумбаи. Он подарил мне ее в одном из гималайских ашрамов во время нашего совместного там пребывания. Среди прочего Прем Нирмал, оказавшийся весьма интересным собеседником, тогда рассказал, что его личный гуру, не гуру того гималайского ашрама, велел ему издать эту брошюру, размером с паспорт, на английском и раздать весь тираж, 25 тысяч экземпляров, бесплатно. Следует отметить, что я разделяю точку зрения Према Нирмала на то, что такое медитация и чем она не является. Курсивом выделены написанные мной примечания. Чем медитация не является? 1. Повторение любой мантры или стотры, намасмарана или джапа могут помогать некоторым людям успокаивать их ум и приводить его к однонаправленному сосредоточению, но это не медитация. Чтение мантр – это практика энергетического взаимодействия с сущностями тонких миров и воздействия на них для получения тех или иных выгод в этом мире. Такая практика не ведет к развитию наивысших структур сознания прямо, хотя и может создавать предпосылки для него. Например, посредством устранения препятствий.
При этом для обучения мантра-йоге обязательно требуется учитель с грамотным подходом и большое количество времени. 2. Сосредоточение на какой-либо одной точке, подобно тратаке, это не медитация. Сосредоточение – это, во-первых, концентрация в более грубой форме, чем требуется для практики медитации самадхи, шаматха. Во-вторых, при сосредоточении утопание ума может иметь место еще с самого начала сеанса такой практики. И повышенное ментальное напряжение при сосредоточении, и необязательность отсутствия утопания ума не позволяют называть сосредоточение, например, тратаку, медитацией самадхи, шаматха. 3. Созерцание какой-либо одной мысли или идеи, концепции – это не медитация. Появление даже одной мысли или переменчивого ментального образа автоматически означает прекращение состояния медитации самадхи, шаматха. Йога – это читтаврити-ниродха или обуздание волнений на зеркале ума. 4. Поклонение идолам, мурти-пуджа, и подношение молитв в различных формах – это не медитация. Религиозные ритуалы при условии их правильного выполнения, что встречается невероятно редко даже в Индии, могут приносить те или иные выгоды в этом мире в результате задабривания сущностей тонких миров. В действительности же большинство любых религиозных ритуалов – это классические карга-культы. И даже правильно проведенные ритуалы не ведут к развитию наивысших структур сознания прямо, так как у них другие цели. Помимо, собственно, знания самых разнообразных аспектов правильного проведения религиозного ритуала, а не искаженного за века его выхолащивания, брамин-пуджари должен уметь находиться в состоянии медитации на самом деле по много минут подряд много раз за время проведения пуджи или яджны. При этом большинство браминов очень смутно представляют себе суть психотехники медитации самадхи, не говоря уже об отсутствии у абсолютного большинства браминов личной практики медитации с надлежащим качеством, продолжительностью и регулярностью. 5. Скручивание и поворачивание тела в различных положениях или асанах может позволить сделать тело гибким, но это не медитация. Подробнее это рассматривалось в 6-й части учебника, а также в видеоцикле «История хатха-йоги на самом деле». 6. Биоэнергетические упражнения, пранаяма, задерживание дыхания, кумбхака, или манипуляция дыханием в любой форме может быть полезной для увеличения уровней витальности клеток тела, но это не медитация. Подробнее это рассматривалось в 9-й части учебника. 7. Проводимые под руководством гида процессы релаксации и креативные визуализации могут быть полезными для расслабления ума в начале, но это не медитация. Подробнее это рассматривалось в видео «Направляемые медитации», Guided Meditations, это скорее карга-культ вокруг медитации и релаксации, чем то, что подразумевается под медитацией в раджа-йоге и буддизме. 8. Слушание хорошей инструментальной или классической музыки в качестве некоего вспомогательного средства поначалу может быть хорошим подспорьем в подготовке к медитации, но музыкальное развлечение – это не медитация. Классическая музыка может успокаивать ум до некоторой степени, но это скорее не обязательное вспомогательное упражнение перед сеансом медитации. Из-за отвлечения внимания части сознания на прослушивание музыки непосредственно во время попытки медитировать не достигается необходимая степень собранности ума, то есть имеет место утопание ума и отсутствие однонаправленности ума. Также и собственно переменчивые звуковые фрагменты сами по себе являются отвлечениями ума, порождающими в нем волнение в рите. Место для медитации должно обеспечивать полную тишину, и об этом требовании упоминается также и в текстах Тхеравады. Например, в Ангутара-Никае 5.135. Подробнее это рассматривалось в 7-й части учебника. 9. Пение бхаджанов, песен преданности Господу, это не медитация, но, как естественный и спонтанный результат медитативного переживания, блаженство иногда выражается пением песен преданности Господу. Переполняющий медитатора восторг пити, переживаемый в результате достижения первой джханы, тхьяны, и который невозможно спутать с чем-либо еще, может сопровождаться в том числе и восхвалениями Господа в виде песен. Но это не обязательное следствие правильной медитации, а не ее методологическая суть. Кроме того, эмоции могут переполнять человека по самым разным причинам. Вхождение в первую джхану требует предварительного достижения 3-часовой продолжительности медитации самадхи, шаматха, без единой мысли и без утопания ума за все это время, и ее регулярной ежедневной практики.
Было замечено, что люди тратят много времени на подготовку к медитации, и у них не остается времени на собственную медитацию. Учители предложили много упомянутых выше аспектов для новичков в качестве хорошей помощи на предварительных стадиях садханы, духовной практики. Но в результате получается так, что люди все больше и больше цепляются за предварительные стадии и застревают там, не идя дальше по пути. Цель отделения реальной медитации от предварительных стадий состоит в том, чтобы помочь искателям приступить к реальному путешествию и продвигаться в пути быстрее. Учения Патанджали и Будды предлагают путь к прекращению страданий в этом мире, который и в индуизме, и в буддизме рассматривается как не самый благостный из миров. Этот путь состоит в практике психотехники самадхи, шаматха с целью развития сверхсознания за счет ее энергетического эффекта для выхода за пределы и ограничения этого мира. Этот учебник медитации написан на основе моего опыта изучения восточных методов саморазвития, начиная с 1989 года. С 1997 года я посещал Индию, прожив в ней в общей сложности более 7 лет, в том числе находясь в Индии с 2001 года по 2006 непрерывно. Общение с несколькими йога-реализованными святыми, проживание в различных ашрамах с получением нескольких духовных имен и перевод нескольких десятков книг восточной тематики позволили мне немного разобраться в сути восточных учений саморазвития. Кроме того, в 2004 году я, возможно первым из жителей СНГ, получил индивидуальную саньяса-дикшу у Самнатха Гириджи Махамандалешвара, одного из председателей индуистской монашеской линии Шри Панчдаш-Нам Джуна Акхара. Если этот учебник позволит кому-то выяснить недостающие аспекты восточных учений и в результате хотя бы заметно продвинуться на этом пути, не говоря уже о достижении целей йоги и буддизма, это будет невероятной удачей.